Всем привет! Сегодня у нас будет сравнительный видеообзор из старой рубрики «Битва титанов», третья часть. Это довольно редкая рубрика на моем канале, потому что сложно подобрать достойные модели для сравнения. Несмотря на то, что у меня на канале предостаточно самых разнообразных сравнительных видеороликов, в эту рубрику попадают только самые мощные бренды с их лучшей продукцией, которая пользуется огромной популярностью. И сегодня мы сравним 3 евро полуприцепа от брендов Eligor, Minichamps и Startscale Models. Если вам интересно продолжение данной рубрики, то обязательно оставьте ваш комментарий и напишите, на какие модели вы бы хотели увидеть сравнительный видеообзор и на какие бренды. И повторюсь, сюда входят только лучшие модели, и они должны быть очень похожи. Например, сегодня мы рассматриваем только полуприцепы типа шторка. И сейчас на экранах вы видите сцепку из сидельного тягача Volvo и полуприцепа марки Schmitz. И эти модели я покупал по отдельности. Полуприцеп как отдельный элемент, а Volvo я покупал в наборе с похожим полуприцепом шторкой, только в другой схеме окраски. И на этот набор на канале я делал давно детальный видеообзор. Кому интересно, можете найти старый видеоролик. И здесь вполне хорошая модель. Если посмотреть на продукцию Eligor, то у них модели двух типов. Ранние, чуть упрощенные, наиболее современные, обладают лучшей детализацией. Качество сборки здесь на хорошем уровне, очень аккуратная покраска, все детали ровно установлены в свои посадочные места. И это довольно тяжелая масштабная копия, потому что у нее не только металлическая рама, но и металлическая платформа полуприцепа, к которой прикручен съемный тент. Он сделан из пластика. Также здесь металлическая балансирная тележка, выдвинутые опоры, но они не мешают движению автопоезда, когда полуприцеп установлен на сидельный тягач. Также на опорах здесь установили противоподкатные башмачки желтого цвета, есть защитные брусья, также сзади присутствует запасное колесо, и у этого полуприцепа есть плашка с задними фонарями, она поставляется в отдельном пакетике. Также здесь присутствуют два ящичка под огнетушители, вполне хорошие колесные диски, покрышки довольно простые, при желании их можно заменить на аналог от Maestro Models. И вот так выглядит ходовая часть полуприцепа. И также здесь присутствуют створки и наклеены небольшие светоотражающие прямоугольнички. И это, повторюсь, вполне хорошая модель. Конечно, у нее высокая цена, но Eligor по большому счету на сегодняшний день монополист по производству евро-тягачей. И, конечно, SSM делает современную технику, но у них пока что нету импортных грузовиков. Возможно, в будущем они появятся. И давайте теперь посмотрим на сам сидельный тягач мельком. Это вполне хорошая масштабная копия. Мне у нее понравилась схема окраски. И эта модель уже снята с производства, но подобные Volvo у Eligor встречаются в других окрасках. Правда, на мой взгляд, они не такие симпатичные. И еще один момент у полуприцепа от Eligor. Шкворень специфичной формы, и он не подходит ко всем моделям. Например, на этот Volvo его можно зацепить без каких-либо проблем, но если вы поставите данный полуприцеп на тягач от Minichamps или от Startscale Models, то здесь нужно будет или растачивать седло, или переделывать крепежный элемент на полуприцепе. И давайте я вам быстро покажу, как этот полуприцеп будет смотреться с другими сидельными тягачами. Ну вот Scania от Minichamps тоже смотрится вполне симпатично. И преимущество вот именно этого полуприцепа то, что данная схема окраски нейтральная, и она подходит к абсолютно любому сидельному тягачу. И покажу вам пару моделей от Startscale Models. Например, последнюю новинку КамАЗ 54901 от Startscale Models, и с ним тоже вполне симпатично смотрится полуприцеп от Eligor. И визуально он очень похож на полуприцеп Nefaz. Ну, в принципе, там ничего нового нету, тоже 3 оси, точно такая же шторка, примерно такая же длина. И давайте я вам покажу, как этот полуприцеп будет смотреться, например, с двухосным
КАМАЗом. Тоже смотрится вполне симпатично, хотя, возможно, такие сцепки редко встречаются, потому что этот КАМАЗ, на мой взгляд, больше приспособен для таскания каких-то самосвальных полуприцепов или, возможно, другой техники. И покажу вам, как этот полуприцеп будет смотреться с трехосным сидельным тягачом марки МАЗ. Тоже получается вполне симпатичная сцепка. Правда, здесь довольно большое расстояние между стенкой полуприцепа и задней частью кабины. Потому что, повторюсь, полуприцеп не устанавливается на седло, и получается, я его просто прикладываю к раме. И давайте теперь рассмотрим следующую модель полуприцепа. Это свежая новинка от Start Scale Models, модель Nefas. Тоже вполне хорошая. Она довольно тяжелая, потому что у нее тоже нижняя часть сделана из металла, но здесь конструкция довольно хлипкая. И когда вы берете в руки эту масштабную копию, что-то хрустит, что-то гуляет. И, конечно, здесь хотелось бы видеть лучшее сырье для производства масштабных копий. И еще одна проблема с костромскими моделями. Зачастую у них покрышки выделяют пластификатор, также зачастую отваливаются детали просто по истечении времени. Видимо, берется какой-то плохой клей, который ссыхается и отслаивается со временем. И также на многих моделях от SSM со временем трескается краска. Но эта модель вполне меня порадовала. Тоже такой полуприцеп у SSM продавался и в наборе с тягачом, и под брендом ПАО КАМАЗ эта модель выходила отдельно, правда, в зеленом цвете. И я более чем уверен, что такая модель в будущем еще не раз появится в других схемах окраски. И, возможно, они сделают на этой базе другие варианты, просто закрытый полуприцеп без движной шторки или, возможно, какие-то бензовозы, другие варианты. Так что будем ждать, если появятся новинки, я тоже приобрету их в свою коллекцию. И здесь у полуприцепа тоже ряд упрощений. Например, габаритные огни нанесли просто оранжевой краской. Вполне хорошие колесные диски. Также здесь нормальные покрышки с боковой маркировкой. Но, на мой взгляд, резина чуть меньше в диаметре, чем она должна быть на самом деле. И если поставить рядом полуприцеп от Eligor, у него колеса будут крупнее. Также на нижней части здесь есть крепление под запасное колесо, ресиверы, защитные брусья сбоку. И также здесь присутствуют выдвижные опоры, но они, скажем так, в походном положении. И если вы ставите просто полуприцеп на стол, то он, получается, смотрит вниз. А у Eligor полуприцеп, если вы его поставите, стоит ровно. Вот так. Ну, здесь особой разницы нету. Я думаю, все равно большинство людей делают сцепку и не хранят полуприцепы отдельно. Также здесь присутствует небольшой ящичек сзади. Есть фонари из прозрачного пластика, также габаритные огоньки, которые обозначили просто красным лаком. И на створках здесь наклеили вот такой орнамент, который должен имитировать светоотражающие полоски. И давайте прикинем, как этот полуприцеп будет смотреться с различными сидельными тягачами. Та модель, которая шла в наборе, это КАМАЗ 54901. С ним, конечно, данный полуприцеп выглядит наиболее презентабельно. Все в белом цвете. Повторюсь, вы можете заказать какие-то декали, чтобы сделать конкретный автомобиль, который работает на каком-то предприятии. Но свою модель я оставлю в таком первозданном виде. И покажу, как этот полуприцеп будет смотреться с сидельным тягачом Scania от Mini-Champs. Ну, тоже получается отличная сцепка, и данный полуприцеп отлично садится в седло. Если вы поворачиваете сидельный тягач, то он не задевает за обтекатели. И я смотрел, например, если этот полуприцеп поставить на КАМАЗ 54901, то при повороте тягача он почти что задевает за заднюю стенку. Так что же, видимо, немножко не продумано или расположение седла, или расположение шкворня полуприцепа. И давайте я вам покажу, как эта модель будет выглядеть с сидельным тягачом от Eligor.
У Eligor красивые модели, конечно, они стоят довольно дорого, и хотелось бы больше разнообразия, потому что обычно у этого бренда идут только перекрасы, и они редко выпускают какие-то новинки. Но получается тоже вполне симпатичная сцепка. Как вы видите, тягач свободно поворачивает, но здесь довольно большое отверстие в седле, и полуприцеп жестко не фиксируется. Если вы будете катать модель, то, скорее всего, он выскочит из седла. И давайте я покажу вам, как этот полуприцеп будет смотреться с другими тягачами. Например, вот с таким КАМАЗом. Получается тоже вполне симпатичная сцепка, но этому КАМАЗу не хватает обтекателя. И из-за того, что полуприцеп довольно высокий, получается не очень красивая сцепка. И под этот грузовик я бы лучше подобрал или полуприцеп сортиментовоз, или полуприцеп для перевозки автомобилей. И покажу вам, как эта модель будет смотреться, например, с трехосным седельным тягачом марки МАЗ. Когда я делал видеообзор на этот полуприцеп, у меня спрашивали, будет ли задевать тягач за опоры. Нет, нормально поворачивается. Правда, получается, здесь первая ось на полуприцепе висит в воздухе, потому что довольно высоко стоит седло. И, конечно, получается тоже не очень симпатичная сцепка. И давайте я вам покажу, как этот полуприцеп будет выглядеть с двухосным седельным тягачом марки МАЗ, с желтой кабиной. Ну, тоже получается вполне нормальная сцепка, правда, опять же, передняя ось висит в воздухе. Я думаю, сюда можно поставить другую резину, тогда тягач немножко опустится, и проблема с поднятой осью будет решена, потому что у Maestro Models покрышки чуть меньше в диаметре, чем оригинальная резина на модели от Автоистории. И могу вам показать, как этот полуприцеп выглядит со старым МАЗ-5432. Такие грузовики тоже трудятся и по сегодняшний день, так что тоже вполне реалистичная сцепка. И здесь кабина почти задевает за полуприцеп, и момент не очень хороший получается вот здесь. Ящичек чуть-чуть и начнет касаться передней стенки. Ну, тоже, если поставить обтекатель, будет вполне симпатичная масштабная копия. И давайте теперь рассмотрим самый последний полуприцеп от Mini Champs. Это модель, уже снятая с производства, и у меня в коллекции несколько таких полуприцепов, и в общей сложности у меня 7 моделей от Mini Champs. 2 полуприцепа шли вместе с Scania, 2 полуприцепа с Мерседесами, а оставшиеся модели я покупал по отдельности. И это очень красивая масштабная копия, и я думаю, на сегодняшний день это лучшая модель полуприцепа. Конечно, у Motorart на полуприцепе открываются задние створки, но там модель все равно проигрывает в плане детализации этому образцу. Здесь отлично сделана нижняя часть, тоже металлическая платформа, хорошо сделана балансирная тележка, также присутствуют ресиверы, различные провода, трубки, есть подушки, есть бак. Также у этого полуприцепа выдвигаются опоры, и они фиксируются небольшими штриками. И здесь производитель их заклеил прозрачным тейпом, чтобы они не потерялись. Также есть ящик для различного инвентаря. Сзади присутствует небольшой ящичек, также противоподкатные брусья, отлично сделаны колесные диски. Покрышки здесь выглядят довольно просто из-за того, что отсутствует боковая маркировка, но при желании эти покрышки можно заменить на аналог от Maestro Models. Очень хорошо сделаны задние фонари, также присутствует надпись Krone, производитель данных полуприцепов. Есть небольшие вентили, чтобы задвигать боковые шторки. И здесь также на задней части нанесли различные логотипы. И здесь очень красивый орнамент, и данный полуприцеп подходит к любому тягачу, даже если он окрашен в другой схеме окраски, нежели данный полуприцеп. И давайте я вам покажу, как эта модель выглядит с седельным тягачом Scania от Mini Champs.
И получается прекрасная сцепка. И как видите, здесь тягач тоже спокойно поворачивается. И покажу теперь вам, как данный полуприцеп будет смотреться с сидельным тягачом КамАЗ 54901. Я думаю, ССМ подсмотрела у Mini-Champs, как проектировать масштабную копию, потому что модели очень похожи. И они примерно такие же по размеру. А вот на КамАЗе угол поворота получается маленьким. И здесь задевает за полуприцеп вот этот элемент, который расположен на раме грузовика, так что особо поворачивать, скажем так, с этой сцепкой не получится. Но тоже выглядит довольно симпатично, и здесь по высоте полуприцеп подходит к грузовику, и колесики все касаются земли. И также я вам покажу, как данный полуприцеп будет выглядеть с другим сидельным тягачом КамАЗ. У меня моделей различных тягачей значительно больше, но в рамках одного видеоролика все модели невозможно показать, поэтому если у вас будет интерес, я сделаю отдельный видеоролик, где покажу, как различные полуприцепы смотрятся с различными сидельными тягачами. Но тоже получается вполне симпатичная сцепка, правда здесь уже первая ось болтается в воздухе. И давайте сравним этот полуприцеп с моделью от Eligor. Тоже получается красивая сцепка. Здесь у тягача тоже есть синий цвет, который очень гармонично смотрится с схемой окраски полуприцепа. Получается даже как будто одна линия. И здесь полуприцеп тоже нормально по высоте встает, и получается, все колесики касаются земли. Правда, повторюсь, из-за того, что у Eligor специфичное крепежное отверстие в седле, полуприцеп на нем не фиксируется. И покажу, как данная модель будет смотреться с сидельным тягачом МАЗ от Автоистории. Давайте посмотрим сначала трехосник. Ну, тоже симпатичная сцепка, правда, здесь мешают задние фонари повороту, они задевают за вот этот кронштейн. Так что тоже не самый лучший вариант. И давайте напоследок я вам покажу модель МАЗ 5440. Ну, вот этот тягач смотрится, на мой взгляд, немножко лучше. И здесь уже нету проблем с поворотами. Видите, модель свободно поворачивает. И тоже пишите ваши комментарии, какая сцепка вам визуально понравилась больше всего. И не забывайте оставить ваш комментарий, что вы думаете о разных полуприцепах от бренда Mini-Champs, Eligor или Startskill Models. Какая, по вашему мнению, модель самая лучшая? Я останусь при своем мнении, что у Mini-Champs до сих пор непревзойденная масштабная копия. Конечно, возможно, в некоторых моментах выигрывают и другие бренды, но в совокупности это отличная масштабная копия. И очень жаль, что Mini-Champs перестал выпускать евросидельные тягачи и перешел на выпуск моделей из полимера и переключился на переиздание старых моделей в коробочках Maxi-Champs. Если вам понравился данный сравнительный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.